Атаковано черговий об'єкт на території Російської Федерації, який, звісно, обслуговує нападницькі амбіції Путіна і належить до оборонного комплексу, але насправді від оборони там немає нічого. Вони просто на нас нападають і атакують. Путін каже, треба якось захистити залишки флоту від дальнобійних ракет, але не каже як. А Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, каже, що якщо КНДР пошле сюди свої війська, хоча б і інженерні, то світ же нарешті може якось має зреагувати. Про це не тільки, про реакції та події говоримо просто зараз. Ірина Узлова мене звати, зі мною традиційно щобудня Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, привіт, раді бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. У ніч на 27 червня Редкінський заводик на території Російської Федерації не спав, тому що по ньому прилітали дрони Божої волі. Попередньо на об'єкті після атаки безпілотників сталася пожежа, хоча, звісно, влада країни-агресорки стверджувала, що збила всі 7 дронів, які залетіли до РФ. Але місцеві кажуть, що ні, чутно вибухи, після чого автор кадрів сказав, коротше, долетів куди треба, зараз дим піде. Дим, власне кажучи, і пішов. У момент вибуху зафіксували близько першої ночі. В соцмережах на загал писали про 2 атаки там після 2-ї ночі та після 4-ї. В кожній було задіяно по 2 безпілотники. Росіяни підіймали авіацію, відпрацьовували зі стрілецької зброї, але нічого, очевидно, не допомогло. За непідтвердженими даними, територію заводу все ж таки відвідала бавовна, після чого його оточили, щоб загасити вогонь. Я нагадаю, що Редкінський опитний завод випускає понад 40 видів хімічної продукції для оборонпрому Російської Федерації, для авіації, космічної промисловості. Наскільки далеко він знаходиться, яку продукцію він виробляє, і чи не помиляюсь я, що пригадую, що по ньому вже прилітало осінню минулого року? Да, прилетало. И в этот раз, судя по очертаниям, тоже наши дроны «Лютый» атаковали. Там, особая форма хвоста, сразу узнаваемая. «Лютый» до 1000 километров летит и несет 75 килограмм, может, полезной нагрузки, как говорится. Поэтому довольно серьезные взрывы были. Вот те кадры, которые вы показали, там есть еще одно видео, которое мне попалось, где прямо показано, как он пролетает и начинает пикировать. Вот наши дроны вот этой модификации, «Лютый», да, они очень изящно атакуют. И я как-то смотрел обзор, по-моему, канадского эксперта, он говорит, насколько же они красиво атакуют. То есть он чуть-чуть в сторону отлетает, делает такой полуразворот и пикирует прямо на цель. Прям красота. Насчет завода этого. Действительно, одно из самых старых предприятий химической отрасли. Производят там, значит, что такое там важное может быть? Там производят децилин. Это, и нужно понимать, что вот там действительно продукция, вот тут можно сказать, аналогов нет. Действительно продукция, которая есть уникальная, которая только на этом заводе в России производится. В общем, один из видов продукции децилин – это компонент ракетного топлива для двигателей, для ракет Х-55. Вот, это то, что известно. А там, на самом деле, еще много всего производится полезного и для около ВПК, и для ВПК, и для точных измерительных приборов, которые, естественно, в российском военно-промышленном комплексе используются. В общем, важный объект, и прекрасно, что второй раз в него попали. Мы ждем сейчас там каких-то апдейтов по разрушениям, но взрыв был серьезный. И не один, по нашим данным. Поэтому хорошо начинать утро с таких новостей. Так, бадьорить, що тут скажеш? А в них ночі бадьорі, в нас ранки просто такі прекрасно. Тим паче, що й росіяни, вони атакують не воєнні об'єкти. Да? Цю ніч в черговий був нальот і ракети, дронів, і всього іншого на наші мирні голови. То так, а ми по законних воєнних об'єктах. І то, хто його знає, ми, не ми. Божа кара по них летить. Путін помітив, Борисе, що з його флотом виявляється щось не так. Щось, каже, десь не дорахувався, десь щонайменше 2, а то й 3 десятки своїх кораблів. І
російський диктатор дав вказівку якомога швидше убезпечити російський військово-морський флот, чи то пак його залишки, від ударів далекобійних ракет. Необхідно захистити наш флот від можливих атак вже на далеких підступах до військово-морських баз та районів дії наших кораблів, сказав Путін на нараді з питань кораблебудування. Напевно, Патрушеву він це адресував, хоча Патрушев зайнятий, він статті пише, не знаю, коли він буде займатися захистом кораблебудування. І за словами Путіна, для підвищення бойової стійкості сил флоту потрібно приділяти особливу увагу якнайшвидшому впровадженню систем дистанційного виявлення загроз, в тому числі з боку безпілотних апаратів. Очевидно, маючи на увазі безекіпажні наші надводні катери, які взагалі не можуть від яких убезпечитися росіянчики. Ну, як це так, що Путін помітив, невже хтось йому доклав? Чи про які він говорить дальні підступи, якщо його флот уже там в Новоросійську в найкращому випадку, а скоро йому світить хіба що Очамчіра? І чи його вказівка буде реалізовано? Бо мені здається, що ні. Но тут сам факт, как говорится, проговорился мерзотный этот персонаж, что раз уж Путин дал указание защитить, то значит все совсем нехорошо там. Ну, мы-то знаем, что нехорошо, но вот он подтвердил своими словами. Два варианта есть, как Путин может защитить остатки Черноморского флота. Первый, следуя, как говорится, заветам русских полководцев, просто затопить его, как когда-то в Севастопольской бухте. Не зря там памятник затопленным кораблям поставили. Напомню, суперход был, затопили российский флот 1 на 1 корабли, так, чтобы мачты торчали из воды, и чтобы вражеский флот не зашел в бухту. Ну, то есть вот такой есть вариант. Неплохо, да? То есть можно затопить их все вот так 1 на 1. И чтобы безэкипажные наши катера не проникли ни в какую бухту, тогда, правда, им и проникать незачем будет. Это первый вариант. Второй вариант — вывести вообще туда, ну, куда-нибудь на Каспий, и забыть про то, что Черное море существует и Черноморский флот когда-то был. Вот, собственно, два варианта рабочих. Потому что защитить от дальнобойных высокоточных баллистических ракет «Атакамс» или от крылатых ракет «Storm Shadow» невозможно. С каждым разом, с каждым днем все меньше систем ПВО, которые призваны защищать, обнаруживать, остается в Крыму. Поэтому вот сейчас вот просто представьте себе великий, могучий некогда, ну, по мнению россиян, Черноморский флот прячется большинством своих кораблей в Азовском море, а там сейчас со стороны Керченского моста возводят какие-то неимоверные и боновые заграждения, и баржи, и даже уже насыпают там сваи, точнее бьют сваи, насыпают камни. Ну, короче, там прям какой-то форт Буайярд строится на входе в Азовское море, чтобы защитить эти корабли, которые по подленькому так по 4 калибра все-таки пускают. Сейчас в Черном море ни одного носителя калибра. Все, 0, 0. Путин же как раз приказал защитить, потому что носители калибров скоро закончатся у Черноморского флота. Вот и все. Но защищай, не защищай, как говорится, все равно получишь атакамс. Поэтому в данном случае это чисто так вот, сотрясание воздуха. А, кстати, про атакамс я напомню. Россияне, которые так верещали, что атакамс именно прилетел на пляж, до сих пор не показали ни одного поражающего элемента от атакамс. Да, вот эти шары знаменитые, которыми кассетная часть снаряжена. Когда прилетал настоящий атакамс по аэродрому, там Аксенов припрыжку скакал по степям, он фоткал эти шары, суббоеприпасы. И всегда есть не разорвавшийся суббоеприпас. А тут ни одного, представляете, какой-то мистический атакамс прилетел. Поэтому там сейчас уезжают люди из Крыма. Ну, по-машему, так хорошо. Этот мем будет вечный, да, тут хорошо, душевно. По-домашнему. Но уже нет, уже совсем по-другому. Від 10 до 40% путівок забирають росіяни, звітують напередодні їхні турагентства. І не тільки, до речі, з Криму, а й з Дагестану, куди хотіли, як у вигляді цікавого для багатьох регіону, поїхати. Ось так, такий непоганий відсоток. Звісно, не всі 100, як ми з вами казали, на Сизранські озера, але тим не менше. У мене тоді уточнення відтак, і враховуючи
згадуючи той момент, коли був інцидент по Севастополі, ми обговорювали з вами, з Олександром Мусієнком, воєнним експертом, що росіяни плутаються фактично у версіях, що відбулося на пляжі Учкуївки. І от бачимо тепер, що вони досі мовчать. Це свідчить про те, що, очевидно, там так чи інакше закладена якась провокація в їхній версії. І те, що вони все-таки забирають від 10 до 40% путівок, про що нам говорить? Бояться сильно? Переживают, да, боятся. Там попалось мне в местных пабликах, опрашивали людей на улицах, мол, ну, туристов каких-то, которые приехали, и говорят, ну что, теперь-то как оно отдыхается? Там половина говорит, да ну как-то мы уже сваливать надумали или менять дислокацию. То есть они сейчас размышляют, а прилетает ли атакам, скажем, ну, не на южный берег, не на западный, а на восточный. Не поменять ли там куда-то вот туда подальше? Всюду прилетает, поэтому поменять желательно вот туда, обратно к себе, на болото, и забыть дорогу в наш украинский Крым. Ну и, в общем-то, настроение так себе. Понятно, у них там траур, у них там как-то все, знаете, кучненько идет, и Дагестан, и все остальное. По факту Путин не контролирует ситуацию. И это так шепочут на кухнях они друг другу, что как-то, может, оно не так должно было быть. Может, иначе как, может, должны были россияне победно на танках, вот с свиньей, клином, въехать в Киев, и на этом бы все закончилось, а сейчас все наоборот происходит. Флот сбежал, а людей оставили. Ну, я сейчас говорю людей, потому что там сейчас часть наших, проукраинских осталось. Ну и оккупанты, конечно, тоже. Вообще, если раньше, вот когда аннексировали только Крым, была масштабная пиар-акция, снимали фильмы, типа это про строительство моста. Я помню в мониторинге, когда попало, думаю, дай гляну. И там песня «Я забиваю сваи, сваи забиваю». Ну, то есть какая-то вообще... Я такой лютой дичи не видел давно. Всякие Газмановы там скачут и так далее. Но, в общем, тогда был подъем у них. Снимали фильмы, как Крым вернулся там в гавань, непотопляемый авианосец, как его Путин называл. Начали жилье покупать, строить много начали. Это правда. Думали, все, вот оно теперь. Но... Прошло время, и, как оказалось, великий плешивый гнусный геостратег промахнулся. Причем так промахнулся, что нельзя уже в обратную сторону открутить, отмотать пленочку и сказать, все, ладно, давайте так, вот только санкции снимите. Нет, это все надолго, пока, потому что все поняли, что оно там абсолютно неадекватное. И все поняли, что даже не так. Сама Россия так построена, что этот Путин, следующий Путин, неважно, народ живет в нищете, народ озлоблен, народ настроен пропагандой против Запада, все гайки закручены, свобода слова, все уничтожено, оппозиция уничтожена. Чтобы этот режим поддерживать, нужно воевать постоянно. То есть нужно другого внешнего врага показывать и говорить, вот Байден вам нагадил в подъезд и сжег зажигалкой кнопки лифта. Это он. И россияне будут злобные орать, ах вы Запад, вы хотите наши земли забрать, вы хотите наши цветущие деревни. Шутка. Вот. Ну, в общем, вот так они должны. Они будут воевать всегда. Поэтому, чтобы Россия не воевала, она должна уменьшиться и лишиться ядерного оружия. Вот, наверное, курс на это, новая Атлантическая хартия, новая, совсем новая, вот курс на это будет взят, и взят уже, мне кажется, цивилизованным миром. Дуже на це і сподіваюся. І на розвал Російської Федерації, на її зменшення до масштабів, ну, до таких, як Путін, невеличких, і на те, що ядерний потенціал більше не буде у неї останнім козирем, який вона так часто використовує. Ну, і окрім пошуку ворогів зовнішніх, Борис, вони, звісно, і друзями зовнішніми теж опікуються і намагаються їх знайти, таких самих диктаторів, як вони. КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій, зараз займається військовою співпрацею з Росією, а тепер зібралася прямо посилати спеціальні інженерні
інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України. А нічого, тиша. Так реагує Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, на цю новину. Каже, замість відповідної реакції ООН запрошує на миротворчий саміт міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під жорсткими персональними санкціями, щоб обговорити публічну миротворчість і ще раз сказати нейтральним країнам, що нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних чудово правильно. Саме це демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ і запрошення авторів геноцидної війни на саміти веде до справедливого фіналу. Сарказм, зауважує Подоляк. І також зазначає, що треба більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність, додаючи, що це повторний сарказм. Ось така реакція його з'явилась на фоні повідомлень Інституту вивчення війни, які в свою чергу посилаються на південно-корейський телеканал ТВ Чосун, і повідомляє Інститут вивчення війни про те, що вже в липні 2024 року Пхеньян планує відправити великомасштабні інженерні сили на територію тимчасово окупованої Донецької області. Ці сили буцімто допомагатимуть відновити інфраструктуру в тимчасово окупованому Донецьку. Північно-корейські військові мають 10 інженерних бригад, а КНДР зможе щороку отримувати від Росії до $115 мільйонів США в невизначеній іноземній валюті, якщо відправить 3-4 таких інженерні бригади. Невже відправлять? Чи правильно ми розуміємо, що ніхто там не буде займатися відновленням інфраструктури, яку Росія сама і понищила за роки окупації, а буде зводити там інженерні фортифікаційні споруди, очевидно, або й напряму буде залучена до бойових дій. Та й, власне, і це зведення фортифікації прямим залученням. І оця кволість реагування світу. Мене ООН уже не дивує, звісно, а інші, хтось більш потужні і більш рішучі гравці, мають цьому запобігти. Бо що ж це таке вже? Безусловно. То есть это прямое участие, значит, Северной Кореи в войне, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Дополнительные санкции. Но новость, конечно, не очень, понятно, что... Но напомню, что вот эти инженерные бригады без техники, они ничто. То есть либо их с техникой туда нужно отправлять, это совершенно иное уже там вовлечение Северной Кореи в войну. Либо есть прекрасный способ, как сделать так, чтобы неповадно было отправлять сюда этих инженеров. То есть просто снять полный запрет на удар атакамсами на всю, как говорится, глубину и сделать их приоритетными целями. Вот прибыла бригада из Северной Кореи, как говорится, отработали по ним атакамсами, по казармам. Они же должны где-то жить, они же не будут в норах там сидеть. Отработали по руководству, по командованию, по казармам, не жалея атакамсы. Все, давайте следующих сюда. Но еще раз подчеркну, без техники это затея так себе. Хотя я думаю, что тем более техника у них какая не самая новая, скажем так. Ну а с другой стороны, тут же иначе еще есть момент. Этому злобному Ким Чен Ыну дали возможность, спасибо всем там и ООН, и МАГАТЭ, дали возможность создать ядерное оружие. Он там сейчас гиперзвук запустил не очень удачно, но когда-нибудь запустит удачно. Оно же отбитое абсолютно. Вы же видели эти кадры? Оно сидит и высматривает, кто там тихо хлопает ему, и кто мало плачет от радости, когда его видит. Он там кучу людей уничтожил, куча людей пропала, исчезла. То есть абсолютный маньяк. Еще и все сидят со стороны, наблюдают, как же оно там ядерное оружие производит. Поэтому, но, еще раз, я же человек, который в каждой новости хорошее может найти. То, что Путину не хватает своих инженеров уже сильно, и он с протянутой рукой едет в Северную Корею, дожились, да? Это тоже показатель того, что не так все радужно, как рассказывают. Нам все хватает, у нас тут по 1000 человек в день приходит, у нас тут все специальности есть. Нет, это неправда. Так, однозначно, бракує. Та в них вже взагалі живого їхнього потенціалу і м'яса бракує, бо вони ж так збільшують виплати по регіонах 10 разів, мільйони вже платять за те, щоб контракт хтось підписав з російською окупаційною армією, а якось ніхто. І демонструють вони вже в своїх пабліках, яких кидають на підвали, яких ніхто не цінує, не жалкує, яких відправляють просто в турми. І отакі настрої, видається, що не дуже в них, Борисе.
Ну да, то, что в 15 раз подняли. Причем, обратите внимание, подняли же в самых бедных регионах. Почему? Да потому что, то есть приходится двойные усилия применять. Мотивация, ну, на x15, на x10 увеличивать сумму. И еще и работать по самым бедным регионам. То есть там, значит, будет больше желающих, потому что если повышать уже не в самых бедных, там не особо бегут. А вот надо именно, а еще лучше сделать регион самым бедным. И с этим Путин прекрасно справляется. То есть искусственное доведение до отчаяния, нищеты некоторых регионов, кстати, регионов богатых и полезными ископаемыми, доведение их до состояния, когда они там готовы будут, ну, не за любую, но уже там за довольно крупную сумму просто идти и бесславно, то вот это план Путина. А если еще всю страну так вот чуть-чуть понизить уровень жизни, а можно и не чуть-чуть, то тогда они будут за хлеб, за колбасу идти. Вот как оно работает. И мне кажется, что к этому Путин и ведет, когда там за еду или за какие-то там суммы, которые никогда в жизни человек не заработает, он пойдет. Но есть же и обратная сторона медали. Вот этот, он же вернется потом с сломленной психикой, перешагнувший черту. Вот он был злой просто, с дивана орал на телевизор, на Байдена, а потом он будет злой, но с опытом убийства. Да. И когда ему не дадут тех там, сотен тысяч рублей, которые ему давали раньше, а все привыкла жить на карточку, оп, упала, а вернется, ни государство ему там за контузию, за ранение, еще за что-то не будет ничего платить. И провал финансовый. Вот он что будет делать потом? Будет пару недель будет пить, может месяц, может год, допьется до того, что достанет из схрона там гранату или еще что-то и пойдет требовать у государства. Вот, да. Доброе утро, как говорится. І щасливого дня. Буде просто очень... Последнього дня, да. Да. Фінально. Фініш у кожного свій, звісно. Ну, що ж, Борис, не так багато на часу, але встигнемо точно. Польща, значить, готується запустити програму «Канікули з армією» на літо, щоб підготувати громадянське населення до можливого військового конфлікту з Росією. Пише нам Associated Press. Основна мета програми – знайти поповнення до польської армії, яка зараз налічує близько 198 тисяч військовослужбовців. Канікули проводяться влітку в 70 місцях по всій Польщі, в тому числі поруч з кордоном Росії та Білорусі. І, крім цього, Польща та Балтія, готуючись до потенційної можливої війни з Російською Федерацією, з Путіним, який каже, що маленьку густонаселену страну НАТО він би не проти взяти прямою мовою, то закликають побудувати 700-кілометрову зону оборони на кордоні з Росією та Білорусією. Але вчора Financial Times, ви впевнено бачили, ви вийшли з публікацією, що якщо Польща нападе, то країни НАТО на загал 300 тисяч військових можуть проти них тих, які готові, які на завтра, хоч армія 1,9 мільйонів нараховує на загал, але отаких потенційно виставити може тільки 300 тисяч. Наскільки активно не лише Польща і Балтія мають готуватися до війни з Російською Федерацією, бо фактично вона вже йде, просто зараз ми стримуємо їх на нашій землі. Значит, правильное решение и про забор, и про укрепленную границу. То есть там по-хорошему надо иминировать, в общем-то. Да. Лукашенко в последнее время просто уже краев не видит. Там количество мигрантов, которые атакуют границу, их тысячами уже исчисляется. Их обучают специально наносить вред здоровью польским солдатам и пограничникам. Они уничтожают оборудование, камеры, уже там с всякими петардами. Я уверен, что до взрывных устройств недолго осталось, или до как будто самодельного оружия. Но Анджей Дуда летал в Китай и в Пекине очень прямо, четко заявил, если на свою вот эту вот, значит, на Лукашенко никто не повлияет, потому что они же с Путиным мигрантов собирают по всему миру, и из Африки, и из Ближнего Востока, везут в Россию, у них визы российские въездные стоят.
Дальше везут через Беларусь на границу и говорят, штурмуйте. Европа слишком долго, мне кажется, на это все там сквозь пальцы смотрела. И Анджей Дуда, который сказал, мы перекроем тогда вообще транзит вам. Вот будете вы, там идет то, что шло через Казахстан, Россию и Беларусь, все, закроется Китаю транзит. Забудьте про свой один пояс, один путь, и вот про все вот это забудьте. Поэтому посмотрим вот сейчас. С одной стороны, Лукашенко Путин пинает, а с другой на него Си надавит, которому в последнее время то, что Путин в отчаянии пытается делать, там и с Северной Кореей углублять сотрудничество, и кошмарить границу, и провокации устраивать на других границах, на северных. Ему это сильно не нравится, Си Цзиньпину. Ему не нужно, чтобы вот эти два вассала, Северная Корея и Россия, вдруг что-то между собой там за его спиной договорились, еще и начали технологиями обмениваться. Зачем Китаю это неконтролируемая дружба двух неадекватов? Так все устраивало. Поэтому поглядим. Если атаки не уменьшатся, то Польша вместе с Литвой, да там и Латвия присоединится, вообще могут перекрыть Сувалкский коридор. Ну, и Калининградская область останется отрезана от мира. Вот это было бы прекрасное решение. Был же проект такой уже, но не довели до полной блокады. Хотя давно пора было бы уже, мне кажется. Так. Ну нічого, вони ще так більше будуть провокувати, то ніхто вже й думати не буде, а буде діяти. Борисе, дякую вам безмежно за цю сьогоднішню розмову. Спасибі вам за ваші коментарі та роз'яснення. До зустрічі завтра. Борис Тіzenhausen, політтехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви нас дивитеся, слухаєте, залишайте свої коментарі, будь ласка, і підписуйтеся на YouTube Бориса. Дуже легко знайти його в описі під цим відео великими синіми літерами. Тіzenhausen, активне посилання. І на YouTube 24-го теж, будь ласка, підпишіться. Будемо вам дуже вдячні. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.